Драубы. Драубы. Привет, Михаил. Так. Привет, Леха. Так. Все. Так. Ну чё? Погнали. Вторая часть Devil May Cry, которая является самой худшей вообще в серии. Вообще, возможно, даже это худшая игра, не то чтобы на свете, но одна из худших игр вообще в игровой индустрии. Ну, так говорят, по крайней мере. May Cry HD Collection. Вот он. Данте Лючия. Ну, Данте, конечно. Что за Лучия? Проверка данных. Devil May Cry 2. Привет, RTX. Превьюха шедевр. Да. Ну, пока выглядит многообещающе. Ничего себе. Я забыл, что на Твиче больше нет 1080. А. Ё-моё, что творится? Тю. Тьфу-ти-ню-ти. Окей. Ну, let's go. Началось. Давным-давно. В эпоху тьмы, когда земля была заполнена демонами, и люди были бессильны перед их властью, надежда человечества жила в демоне по имени Спарда. Обладает духом, как ни у кого другого, и мечом, носящим его имя, Спарда истребил демонов.
теперь легенда о Спарде перешла к его сыну, истребителю демонов Данте. Что такое? Монетка какая-то. Окей. Вызывала. Till next time, son of Sparta. До встречи, сын Спарда. Чего они все стреляют, метают, что-то непонятно. Понты какие-то. Это она отметила место, куда надо пойти, типа. Задание первое. Направляясь на север, охотник за темной кровью осуществит свое предназначение. Че? Ну ладно. Домик какой-то. Супергеройское приземление. Ну что ж. Красный шар. Кристалл со сгущенной кровью демона. Используй его для обретения новой силы. Окей. Ну, в этом плане все пока, ну, без изменений. Так, уже есть двойной прыжок. Окей. Камера, как всегда, дерьмо. Ага. Ну ладно. Окей, разберемся. Ага. Так. Наверное, мне туда зайти надо. О! У ворота Есть на отдельную теория, кнопку что вторая появилась. часть провалилась из-за того, что добавили рыжую слово героиню. Да вряд ли. Ни хера себе, я могу бегать по стене. Ну... Данте какой-то не особо общительный. Ну, пока что так кажется. Ну и потом... В первой части нам его представили довольно таким харизматичным чувачком. А тут он такой, ну... Ничего не сказал. И Триш куда-то потерялась. Ну а так в плане... О, нихуя. Часть синего шара. Кайф. Вот так вполне себе неплохо, как будто. То есть даже какой-то паркур появился. Так, первый монстр, видимо.
Стайлиш. Уже получил стайлиш. Окей. Но я уже, да, такой, что-то умею. Все дела. Пуя. А, у них даже хп появились. Я даже не знаю. Гуляем. Нормально. Окей. Так, ну нам, видимо, туда, но я пойду сюда. Ага. Да ты чё, по крышам надо идти. Офигеть. Офигеть, ребята. Вот это да. Окей. Это было странно. А чё внизу? Ощущается иначе. Вот что могу сказать по поводу боевки, ощущается чуть иначе. Он не такой резкий, как в первой части. То есть в первой части он был как-то, ну, пошустрее, что ли. А тут он как-то вяленько бьет. Ну, это прям не супер плохо, но просто вот реально иначе как-то. И все.
Так. И кажись, это легко. Ну, эта часть будет намного легче, чем первая. Почему-то есть такое ощущение. Может быть ошибочное, но... Хз. Кстати, из-за этого то тоже могло быть много Какая негатива. сложность? Какая сложность? А там не было выбора. Ну, окей. Параметры. Да, нет сложности. Ну, выбора, по крайней мере. Так. Погоди-ка. Вот можно сохраниться прям... Может сохраняться когда угодно. Блять, что? Тихо. В кружок нажимать надо. Статуя бога, который управляет временем. Мятежник. 5000. Оружие. 10 000. Ну да, я вижу, во многом он прям так чё-то просел, как будто. UI намного такой слабее стал. Более такой корпоративный, что ли. Ну, типа чисто понятно было. Ну, что это такое? Где же вот эти вот анимации там прочее? Блин, первая часть выглядела очень дорогой. Ты помнишь, там вот прям 3D меч вот так вот летает, ты его можешь рассмотреть. Пистолеты стреляют прям там. Тут, конечно, что-то прям слабо. Но я же правильно понимаю? Взять амулет. Есть такое. Молнииное сердце. Добавляет силу молнию вашим ударом во время демонического превращения. Ну да. Как марафон прошел? Сколько часов стримил? Ну, марафон имеется в виду, что серию Devil May Cry играем чуть ли не подряд. Но вчера короткий стрим был относительно с других стримов. Угу. Угу. Так. Ха. Демонические обезьяны. Их много еще.
А я думал, ты видел ночь, гулял всю ночь до утра. Не, я же работаю. Не, как бы рок играет, но рока не ощущаю. Понимаете? Враги вяленькие, пиздец. Это что за подачка говна? Увидели? Ключ. Окей. Типа, на. Открывает дверь. Меня никто не ударил ни разу. Что-то вообще изи. Открыл дверь и пробежался по стене. Вот это я на стиле. Буду бегать по крищам. Как супергерой. А, их ломать можно. Трубы эти. Ну, не так много дают. В принципе. А некоторые вообще не дают. Так, ну, добежали до какого-то дома. Не знаю. Окей. Выглядит почти как современная феминистка. Только ей бы еще жирок по бокам побольше. Чё, блядь, Чё нахуй происходит? А чё происходит, я понять не могу, реально. Так, чтобы вы понимали, так мы в начале на какой-то музей напали гарпии. Эта женщина защищала какую-то монетку. Данте не дал украсть гарпиям монетку. Вернула монетку этой женщине. Потом женщина... А точнее, потом Данте сказал «вызывал». И она говорит «ага», и кидает кинжал на карту. И мы пришли по этой локации в какой-то дом, который взорвался. И мы ни о чем не разговариваем. Чё, блядь? Я вообще не понял. Что за дом взорвался? Where's Mathieu? Где же Матье? Mathieu? Mathieu? Так, ладно, какой-то... Какое несчастье. Они действительно строят большой неспорядок, не так ли? Это Матье. То есть это мать, типа Матье. Конечно, ему не понадобилось время, чтобы найти это место. О, пришел сын Спарды. Ты его знала?
О, да. Мы стражи этой земли, вида Марли. Однажды наш род вместе со Спардой сражался против демонов. Сын Спарда, мы должны просить тебя об одолжении. Видишь ли, есть человек, который превратил нашу землю в рай для демонов. Его зовут Арий. И хотя он является президентом международной открытой корпорации, он использует демоническую силу. Пожалуйста, разберись с Арием и его хозяином ради нас. Похоже, сегодня ваш счастливый день. Замечательно, я очень рад. Серьезно? Ты что, двуликий, что ли, блядь? Проход ведет в гавань. То есть, если справишься, я расскажу тебе историю о твоем отце, сын Спарда. То есть там ни деньги, ничего, там просто подбросил монетку, окей, погнали. Идем убивать какого-то директора суперкорпорации. Вот так вот просто. Ну ладно. Погнали. Так. Не, я категорически понимаю, почему эта игра с низкими оценками оказалась. Здесь сюжет чисто ради галочки, как будто. Хрясь. Крутая игра. Ну так. Опа. А в чем его крутость? Ну, боевка нормальная, как будто бы. Отчасти. Какого года игра? 2003. Ну, я могу в любой момент... Графа на включиться. уровне. Ну да. На втором PlayStation, по-моему, уходил. Ну да, это второй. Не, просто если сравнивать, например, в первой части, конечно, тоже не было особо крутого сюжета и все такое, но, блин, там было хотя бы понятно, что происходит, в принципе, а не так, что, ну, как здесь. Здесь вообще мрак какой-то. Мощная графика для тех времен. Ну, как сказать.
просто на уровне того времени. А, я типа стенку убираю. И чё? Здорово, братанчик, ты Саха? Астрид ВВС, здорово. Да, я Саха. Здорово. Вижу дверь. WW. WW. Окей. Здорово, реально Яку. Да. И ты это знаешь. Так. Истинный. Конечно. А что это? Первозданный. Зажги синее пламя, будет и путь будет открыт. Ай, тварь. Всем шалом. Здорово. Блин. Даров. Потомок Чингисхана. Я не понял. Это была головоломка, что ли? Просто бей по шарам. Ладно. Я не жалуюсь. Хорошо. Так. Не, в целом понять можно, почему у этой игры большие проблемы были на тот момент. Она, ну, блять, вот прям невыразительное слово такое. Вот ни рыба, ни мясо, вот прям. Ну реально. Не, вот мувмент местами как будто поприкольнее стал. То есть, ну, типа я могу бегать по стенам, например. Это прикольно. Вот это мне нравится. Увороты на отдельную кнопку нравится. Но удары вот эти вот, что-то медленно как-то машет он. Очень медленно. Стрельба с пистолетами, ну, стал получше как будто бы. Типа даже вот так вот делают всяко. Приколдесно. Но... вот хз реально. Старая игра. Ну, старая игра, да, но это не, ну, это не является проблемой. Мы играли в первую часть, и она намного лучше Через была. 3 года я родился. Ура! Да, охереть. Эта игра старше тебя. Такой молодой. Ай, блин.
Мы с Аланом, когда был в Якутске, постоянно играли и бухали. Славные были времена. Многому научил. Это ты про сон свой рассказываешь? Я тебя даже не знаю. Ты о чем вообще? Ха-ха. Сумасяти. Это было так давно, года 3 назад. Вообще не знаю о чем. Шучу. Ахахахахаха. Ты примерно 3 года назад Осуждаю. говорил о том, что ты собираешься, типа, ну, связать свою жизнь с девушкой или типа того, у которой строгая еврейская семья. И сейчас ты мне пишешь шалом. Ну, то есть, ну, я тебя не видел ни разу. Если бы и видел, я бы запомнил еврейского саха. Типа в шайке, точнее в шапке, вот это вот. Я бы такого парня запомнил бы, точно. Как тебе Силксонг? О, классная игра. Мне понравилась очень. Силксонг хороший. Вот думаю к нему вернуться как-нибудь. Ну, я думаю, после марафона или еще что-нибудь. Пройти его на Стальное сердце. А так мы его проходили уже на 100%. Там как будто чуть-чуть не хватает на платину. О. Из старых игр я реально кайфанул от Фаренгейта. Ну, Фаренгейт хороший, да. Так. О, Devil May Cry 2. козленок. Его зовут Козленок. Блять. Один прошел. Да. А это вторая. Ага. Это вторая. Так. Ну, вчера за один стрим прошли первую. Довольно веселая игрушка. Так, видимо, получили какой-то амулет. Парящее Ща сердце. опять меня Волшебный осудишь, камень с сердцем, наверное. летающий демонический. А я тебя осуждал? А, ну ты сам себя осуждал. Но мне очень сильно понравилось DMC. Не, это хорошее DMC было. А, ты про тот момент, когда ты сказал, что... Блин, про какую-то игру говорил-то?
2013 года. Ну, он хороший был. Я говорил про Silent Hill Homecoming. А, ну да, дерьмо. А так вот этот DMC, который Тот был, типа... хорош. Который был, да, типа перезапуском. Он был хорош. То есть, да, привыкнуть к, ну, к новому Данте было, ну, чисто визуально сложно, но потом поиграл и все такое, блин, нормальный чувак, окей, вполне. И концовка крутая была. Прям хотелось узнать, что будет дальше. Но, увынск, не узнаем, потому что создатели, блядь, с ума сошли и нахуй все Ещё. отменяют. А так такой, блин, ну реально годный был. Это был реально годный DMC. Я обожаю из NFS Корбин. Ну, карбон хорош. Видел лицо твое в Silent Hill F, просто умора превьюшка. Да. Спасибо. Underground 1.2 отстой. Ну вообще все Need for Speed того времени прикольные были. То есть Underground, 2 и Carbon были прикольные. А потом и Most Wanted. Закрывающие. Вот они были все прикольные. А. Наконец-то. Так, увеличили ХП. One Piece смотришь? Старался смотреть, но опять остановился. Что-то пытался его, но... Козленок. Козленок. Ну, спасибо, хоть не теленок. А где он? А, он. Я с Ликсом с читами играю. Не знаю, зачем ты мне об этом сказал. О, нихуя он здоровый. Так. Куда я зашел? Тут, если что, я не нажимал на открыть дверь или типа того. Я просто подошел к двери. О!
Видимо, это настоящий босс. Вайнадрил. В этой игре есть боссы. Угу. Ах ты говно. С ума сойти. Не волнуйся. Окей. Пресс Грангору. Ну, было бы из-за чего волноваться. Что там Здорово. изишный? Ну, я говорю, это часть какая-то безумно легкая. Перевод прикольный. Ну да. Окей. Так, а куда мне пойти надо? Понять сложно. Откуда, куда я пришел? Ага. Так, 3000 у меня есть. Мало. Мало. Вы использовали ключ. Окей. Ага. Тройка. А за что? Ну, наверное, комбо не очень хорошо получались. Ладно. Окей. 4-е задание. У нее много рук, на одно сердце, так как она ждет охотника глубоко под водой. Водяной уровень. Вау. И чё? Ничего. Secret. Угу, понял. Вот так вот просто дали синий шар. Окей. Ладно.
Окей. Боже, сколько раз надо ударить? Тут секрет есть? Нет. Окей. Ага. Выглядит так, а потом могу его перепрыгнуть просто. О. Знаете, короче, мне кажется, это была одна из тех игр, которая хотела удивить размерами своей карты или типа того. Ну, знаете, вот это вот мода на то, что у нас могут быть игры больше, чем у остальных, и, кажется, они вот делали ставку на это. Типа такой тренд был на тот момент. 2003 год. Да. Ага. Понятно. И куда ты пошел? Непонятно. Где секрет? Ну, наверное, это секрет, да? Беги. Ага. Нет, это босс.
А. Окей. Да, блять, нихуя не вижу. Я сдох? А, нет, я ужил. Прикол. Ага, окей. Можно собрать души? О, мотоцикл. Так, у меня 9К. Ага. Вернуться обратно я не могу. О-о-о-о. И уровень кончился. Я получил дробовик. Ну там огромный кусок карты остался неисследованный. Я в ахуе просто. Ай, нет, я хотел усилиться, ну ёб твою мать. То есть интерактивности нету еще. Он хотя бы, типа, ну, в предыдущей части мог осматривать вещи. Типа, что там и так далее. О, волки. Гэри. Волка зовут Гэри. Блять. Кто бы мог подумать, что улитка из Спанч Боба это волчье имя. Ну, вот, улитка Гэри это... Да. Блять, они просто скачут. О, волк побольше. Дайте-ка угадаю, это волка, наверное, зовут Боб. Если эти маленькие волки были Гэри, то это Боб, наверное. Ладно. О, найс. Так. Просто прокачиваем меч.
До сих пор не получили нового оружия. А, хотя было одно. Дробовик. То есть в одной руке у него все равно пистолет. Очень странное решение. Ага. Кровавый козёль. Блять. После боевой системы Ninja Gaiden покажется уникальным. Уникальным. Интересно. Белый шар. Кристалл со сгущенным слезами демона. Он устанавливает вашу волшебную силу. Magic power. Волшебная сила. Блять, а кто делал вторую часть, мне очень интересно. Это же вообще левые люди какие-то делали эту игру. То есть вместо того, чтобы назвать силу демонической, они называют ее волшебной. Ицуна. Бля, он еблан. Жесткий еблан. Это очень странно. Камия съебая. Пон. А-а-а. Передали Ицуна, и он сделал в спешке. Ай, ну блин, ну чел, ну что-нибудь. Твою мать. Угу, понял. Ясно. Войну дрелал. Но так и вайнит.
Потраченный перевод. Почему-то мне кажется, что мы лишились каких-нибудь таких демонов, у которых были бы имена по типу Vibe, Destroyer или там... не знаю. Ну что-то в этом духе в основном. Я придумал только Vibe Destroyer. Ага, туда нельзя. Ну ладно. Опа. Это демон-танк. О май гад. Заряженный танк. И он не один, кстати. То есть чел такой создал этого моба и такое, ну, все в порядке. Нормально. Вроде бы не скучный. Да? С ума сойти. Вау, вот это ты даешь. Ты его просто Ха-ха-ха. наказываешь. Охуеть. Это просто невероятно. О, вы видели, я бежал по стене. Ебать, у него еще огонь из дула. 3666. Это что, число дьявола? Ё-моё. А? Что? Нет. Вот. Это Devil May Cry 2. Угу. Я играю за белобрысого акробата. Это упеду здорово. Вот это жесть. А? Потому что папа молодец. О, много шариков, мне красно. Вот он типа голова. Не, я понимаю, человек торопился, но, блять, он, ну, в порядке вообще был. Он типа... Может, он бухой был или еще как, я не знаю. Может, он пол файта проспал, как, ну, типа ему показывают файт с танком. Он засыпает, просыпается, и он видит лишь взрыв танка, и он такой, не, нормально, вообще, нихуя. Не, в концепции, наверное, прикольно выглядит, типа танк зараженный демоном. Но я в итоге что делаю-то? Это ж пиздец какой-то. И нахера делать такие огромные карты? Это типа, ну, я понимаю, они на гигантизм хотели пойти. Типа, блин, огромные карты, офигеть. Название стиля — это лютый пиздец, лал. Да. С ума сойти, хрясть. Ощущаешь? Ощущаю. Ощущаешь? Ощущаю.
Потайная комната. Ёп твою. Серьезно? Я не знал. Ускорься. Не волнуйся. Ускорься. Хрясь. Вот это да, я справился. Данте акробат. 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 То есть мне сюда так и надо было? Я сейчас не слышу. Это что такое? А как можно было до этого догадаться? Или чё? Это нормальное прохождение вообще? Так, мы что-то опять получили. И теперь мы... Боевое сердце. Волшебный камень с сердцем сильного воинственного бога. Окей. И чё, типа? Боже. Как понять что-либо? Улучшает силу вашего удара во время демонического превращения. Ну, окей. Боевой бог боевых богов боевых боев. Ладно. Не, ну, левел дизайнер мудак. Он вообще нереальный мудак. Я не понимаю, что от меня хотят. Хорошо, я... мне надо было побежать в сторону тупика. Теперь на меня напал зараженный вертолет. Босс с вертолета магот. Босс с вертолет. Классика. До чего мы дожили, детка? Босс вертолет. Кто знает, тот знает. Да. А что делать? Бля, это слишком весело. Так. Блин, мне долго по нему придется стрелять.
Вау. Это было круто. Хорошо, что я не под пивом или типа того. Я бы уснул нахуй точно. А куда я? А. Окей. Блядь. Это ебланство какое-то просто. Опять босс вертолет, он гонится за мной. А, он снизу вверх идет, поняли? Он меня на винты собирается насадить. Или пожар. Я хз. Это настолько хуево, что даже весело. Ну, вам, да. Ну, я, конечно, тоже охуеваю, буду честен. О, блядь, чуть не улетел нахуй просто. Уйди, босс вертолет. Не трогай меня. Don't touch me. Тут надо музыку шоу Бенни Хилла поставить. А, вертолетная посадочная полоса, типа. Он сюда сядет, типа? Он не устоит? А, так. Нет, это мы спрыгнули на другую крышу. Окей. А вот оно как. И что это значит? Мне дали какой-то намек. Ну, видимо, наверх просто подняться. Это паркур, детка. Да за нами вроде никто не гонится. Кстати говоря. Ага, вот он. Так, теперь это полноценный босс-вертолет. Так, хорошо. Ага. Сражение в процессе, ребята. Угу. Вот, все кончится. Мы, кстати, побеждаем. Ну и да. Ау. Он тоже сдаваться не намерен. Да. Очень крепкий босс.
геймдизайнерская постнятая ирония от Ицуна. Ага. Чё-то мне хотят вообще. Не волнуйся. Но я на винты попал, блять. Ну хули от меня хотят это, блять, вертолет. Чё, ну просто стрелять по нему, наверное. Воздух мы только пинаем. Бля. Так, ну я могу взять дробовик хотя бы. Он поближе как-то стал теперь. Но другое дело. Побыстрее как-то. Ебаный стыд, я умер. О, бля. Отжимайся. Угу. Ща, бля. Предлагаю дроп игры Тэпу. Дроп. Мы пройдем этот пиздец. Ну а чё? Я считаю, это прикольно. Пройти такую игру. Весело, я согласен. Бля. Ну это пиздец. Ай, блядь, ты долбоёб! Ёб вашу мать! Вот это я улетел! Да ну нахуй! Это пизда. Вау, это происходит на полном серьезе. Ёбаный рот.
Трындец. Ай, блядь, пошел. Эти ракеты сквозь стены летают. Просто похуй, на меня именно летят. Капец. Бля, 2003 год. Босс вертолета в моде. Ёбаный рот. Это пиздец. Все, ни в коем случае не падаем. Нельзя. Ну хули он там встал? Ну и где он? Ага. Стоит. Привет. Здорово, Гудзон. Продолжаем марафон. Да. Нас тут босс вертолет кошмарит. Да. Чилим. У него шкала трясется, как я не знаю что. Ну где он там? Что он делает? А, нет, 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 не падай. Ни в коем случае. Ну спускайся, тварь. Он самое что уёбищное, блять, это вообще невозможно. Ну, я имею в виду повороты ракет. Это пиздец какой-то. И куда он улетел? Они же магически милы. Блин. Ну, типа, да. Одержимый.
Эти ракеты одержимы демоном. Бля, такой пиздец. Бля, сдохни, пожалуйста, умоляю, умри. Ну, пожалуйста. Ух. Зомболет получается. Вау. Прям на меня упал. Ура! Господи. Это была самая хуёвая босс-арена, босс-файт вообще в принципе, который я когда-либо видел. Пиздец. Сложно представить что-то хуже, чем это. Что мы делаем в этом городе? Мы опять вернулись. Что мы делаем? В чем смысл? Сейчас вторая фаза будет. Там сейчас высотное здание родит чужого. О, чужой. Сейчас мы с пистолетов будем стрелять по зданию. Умри, здание! Отличненько. Куда ты шмаляешь, блядь? Вот ебало ему стреляю. Алло, я внизу нахуй. Это была не шутка, мы стреляем по илой стене. Вроде поменьше, чем у босса вертолета. Да. А, вторая фаза. Вон оно как. Ну. Ау. Ау, 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 ау. Да, блять. Ай, да, ну...
Не волнуйся. Нет. Ураборос. Разрабы даже не запаривались, лазеры просто из ниоткуда берутся из космоса. Мы увидели еще один вертолет на крыше. Называется там что-то Ураборос. Да. Похоже на Амбреллу даже. Хотя, по-моему, даже в Обители Зла было что-то такое похожее с Ураборосом. Было в 5-й части Резилька. Кто-нибудь понимает ебаный сюжет от этой игры вообще? Так, была, короче, какая-то баба в музее, пришла за монеткой. На нее напали демоны. Потом эту монетку ей вернул Дант, когда убил демонов, и она такая, типа, сын Спарды, и он такой... И ты эту часть ругали, что она худшая? Да. И он такой... точнее, она такая, типа, да, вызывала. Кидает кинжал на карту, и мы, типа, оказались на этом месте, куда была указана... Ну, куда попал кинжал. И... Потом мы пришли в место, там какая-то бабка нам говорит: убей главу корпорации, он дружит с демонами. Потом Данте подкидывает монетку. Выпадает монетка, на которой нарисована Триш. И он такой: тебе повезло, я убью главу корпорации. И мы теперь вот в этом разрушенном городе идем убивать главу корпорации. Ну, сюжет охуенный, если честно, вообще. Ну, нормально. Как будто, блядь, какой-то ебаный школьник придумал это, ну, скучаешь на уроке. Где-то там, ну, хуй знает. На уроке литературы. Или еще где. Ну, просто пиздец, ну. Как звали этого мудака, который сделал Звучит эту как игру? мой сон после вечеринки, где я намешал водки с пивом. Он типа прям уважаемый, да, этот, ну, геймдизайнер этой игры. Что он сделал помимо этого пиздеца? Ну, дальше будет лучше. Это его, типа, Просто с проба... бодуна взяли Ицуна. Ицуна. Ну, что делал Ицун до этого? Типа визуальные новеллы или что он делал? Когда хуярил Саке. Не, какие игры он делал? Ну, типа, может быть, в курсе. Типа. Может быть, ты знаешь. Семен Марков, здорово. Здорово. Так.
Street Fighter помогал делать. Понятно. Это многое объясняет, блядь. Ладно. Ицун, наверное, не долбоёб. Он просто, ну, по своему профилю делает игры и там прочее, и вдруг его брали делать игру типа Devil May Cry. Ну, то есть, руководство, ну, долбоёбы. Это пиздец. Ну, я не знаю. Это как, например, прикиньте, ну, с чем сравнить? Ну, хотя... Ну ладно, давайте попробуем так. Типа вот есть серия Metal Gear Solid, да? Например, вместо третьей части Metal Gear Solid там, ну, сел бы его геймдизайнить не сам Кодзима, а, например, Хидетака Миядзака. То есть он бы такой: ебать, это моя тема, болото. О, сейчас я тут сделаю вообще по красоте. И там такой Solid Snake бегает, там душ собирает, от костра в костру, ну, от костра к костру бегает, там, и все такое, и по стелсу старается убивать. Ну, короче, это была бы совершенно, ну, типа, другая игра. Ну, просто не оба нормальный геймдизайнер, поэтому сравнение такое себе. Поэтому я такой подумал, блин. Ну, сука, это типа чел, который делал, ну, файтинги. А в файтингах, блядь, ну, сюжет, он буквально такой, как в этой игре. Ну, там пиздец, он буквально так и думал, он буквально, типа, думал по шаблонам файтингов. И у него буквально, типа, главное меню такое же. Ну, простое, идиотское. Ну, хуй знает. Капец. Он просто делал свою работу, реально. Ну, чел на ЗП сидит, короче. Он не хотел сделать хорошую игру. Он просто сделал, ну, игру как умел. По своим, типа, ну, скрепам. И все. Блять, чел, который Street Fighter делал, делает Devil May Cry 2. Охуеть. Это очень странно, конечно. Зато сделал работу над ошибками в 3 части. И дальше пошло. То есть он же делал, да, 3-ю часть? Ицуна. Да. Ага. Ну, если так, то он красавчик получается. Ну, на этот момент он, конечно, еблан. На момент второй части он конченый просто. Золотой шар. Что от меня хотят? Блять, он взрывается.
Да охуеть, ну. Скорее, это косяк Капкомов. Ну, вполне. Хотя, погоди. Мне же сюда войти надо. Как будто бы не. Вот что это такое? Пылкое сердце. Огненный демон. Окей. Не зря Камия от них сбежал и тоже начал заниматься своими играми. Так. Капкомы в то время нехило душили малюток разрабов. Ну тогда, скорее всего, такого понятия-то и не было. Ну, практически. Как то, что можно прославиться как создатель на видеоиграх. Типа, ну, да ну нахуй, чтобы такое можно было. Ну, могло бы случиться, да? Особенно если игры выходят от имени какой-то компании там, и так далее. Об этом и думать не могли. А тут вот раз и... Репутация. Опа. В то время видеоигровая индустрия была нишевой. Это сейчас дохуа игр. Да. Кровная месть. Декоративный меч, похожий на косу смерть. И играющих людей. А сейчас несколько поколений подросло. Играющих людей. Дверь плотно заперта. Окей. Поколение Роблокса, поколение майнкрафтеров и фортнайтеров. О. Колоеды в общем кэпу.
И тут реально стоит коснуться темы воспитания. Да. Ну, типа, давать своим играм... Ну, точнее, давать своим детям все время играть Roblox, это пиздец как-то странно. Но Fortnite еще куда бы ни шло. Там еще можно как-то... спустить на то, что там хотя бы, во-первых, графоник получше, во-вторых, защита от всяких там долбоебов хорошая. Ну и сам как бы этот момент такой, что там родительский контроль и там прочее. Все отлично работает. Я уверен, такое и в Роблоксе есть, но... по большей части, я уверен, там всем похуй на это. Ощущаешь, с ума сойти. О май гадабл. Поезд. Если взять Fortnite, то это реально игра зумеров. Ну да. Ну, Fortnite все-таки, ну, уважаемая игрушка. По многим всяким разным Независимая моментам. слишком. Я, знаешь, Fortnite чем считаю? Все-таки, ну, справедливости ради. Этим. Вот есть же первому игроку приготовиться. Вот это вот оазис в нашем современном мире. Ну, в реальности, типа. Вот Fortnite это оазис из первому игроку приготовиться. То есть там очень много всяких разных кастомных игр можно засунуть. Столько разных персонажей там. Кого только нету там. Там и Ведьмак есть, там и Gorillaz, Daft Punk, Eminem, и Overwatch, и, по-моему, даже туда заскакивали, я точно не помню. Dragon Ball, Магическая битва, блять, кого только там нет. Наруто, Нау. Вообще, всякие разные блохеры. Вообще. То есть, ну это реально оазис. Из первого игрока приготовиться. Сука. Теперь обратно подниматься-то вот так долго. Ебать, это даже не шутка. Поэтому она уничтожила пупк. Ну, не то, что уничтожила. Пуп все еще существует, но как будто бы, да, игроки потихоньку охуевают от пубга. От того, что она очень клоунская становится. Очень зря вот эти вот всякие разные эти игры стараются последовать примеру Fortnite. Тот же Warzone и PUBG. Это что за сутенер? Лысеющий.
Претендент поднимается, а король уклонится. Руководство для охотников, глава 7, пункт 9. Это типа Библия у них, что ли, какая-то тупая, блядь. Для охотников на демонов. Что за хуйня? И что это значит? Боже, они вот эту хуйню дважды показали. Серьезно. Так. Нихуя он усатый. Что у нас здесь? А тебе нужно спрашивать? Может, в другой раз. Вот этот тарантиновский диалог. Так, и чё? Так, кто это у нас тут? А тебя можно спрашивать? Может и так. Весь диалог. Так, что это у нас тут? А тебя можно спрашивать? Может и так. Погнали. Это что, блядь? О, боже. Так. Что? Он даже его типа не взорвал там выстрелом или мечом разбил, блять. А вам не кажется, что, ну, появляется какое-то странное ощущение того, что это, ну, да, ну, странно как-то играть в эту игру вообще, в принципе. Подождите, это декоративный меч был. А, то есть это вот полноценное оружие было? Лол. Я думал, декоративный. Ладно. Так, я на нефтяной вышке. А как я тут оказался? Как так? Завод начал разрушаться. Слышен сигнал тревоги, а это означает, что строение может взорваться в любую минуту. Ебать, 12 минут дают мне уйти отсюда. Я, походу, охуею, да? Бежать.
А где выход? Warning. А. О боже. Это подниматься наверх просто. А, боже. Да блядь! Бей шар, долбоёбина! О, пизда! Ебать! Иди нахуй! О, бля! Он просто автоматически прицепился к нему. Самолет. Бля. То есть чел реально думал, что я буду бить всех монстров, поэтому дал мне 9 минут. Он вообще, ну, в порядке, нахуй. Точнее, на 12 минут. А, это еще не все. Окей. А что не так? Ракетомет. Здравствуйте. И чё? Что? Мы с самолетом врезались. А, в этом и вся идея была. Ой, бля. Пробить самолетом вентиляшку огромную, чтобы через дырку убежать и сесть в мотоцикл. Ебать. Где мы? Почему? Что? Это уже давно не важно, да, по идее.
У меня просто урон прокачивается, кстати, от меча. Если чё. Я вот 4 уровень прокачал, у него урон повысился. То есть мы в Devil May Cry цифры дрочим, понимаете, да? Базука. Бля. Короче, будем спидранить эту хуету. Я думаю, прокачка одного оружия как раз таки, но... Да. Очень сильно этому способствует. Тому, чтобы очень быстро пройти игру. О, меня засосало. Опасная трясина. Демон нахер. Повышение уровня для Крауджекса с VL 22. С повышением уровня. Леха. Так. Угу. Бабочка с лицом человека. Ну хотя бы. Ничего не сказал. Вообще 0 реплик. 0. Ох, ебать, меня червь скушал. Да, блин. Я. Бабочка. Кстати, у меня же есть базука. Не, ну на сей раз-то по нему надо шмалять, как будто бы. Вот так. О, блин. Червячок. Ну блин, червячок, не надо.
Охуеть. Ай, личинка. А? Укусил, да. А то вот скушать не хотят нас. Не волнуйся. Это случайно, видимо. Угу. А то бабушка была мама червячков. Да. Бассейн. Посмотрим. На панду похож. На панду похож. Да, панда, которая боксирует. Да. Кунг-фу панда, да. Басмат. Да, есть такой мультик. Котенок. Четверочка. Уже 22 вечера. Тут, наверное, тоже 20 уровней, да? Если это так, то это ужас какой-то просто. Сраный тихий ужас. Надо спидранить реально. Короче. Умирать нельзя. А что это такое? Так уж и быть, я спрошу. А, это дверь. Ой, блядь, потайная комната. Ну ладно. Не волнуйся. Грязь. Ощущаешь? Не волнуйся, ускорится хрясь. Это как игра писалась. Ну, тут, конечно, скорее ошибка чисто этих локализаторов. Да. Переводчики, конечно. Хотя хуй его знает, а вдруг... А вдруг в оригинале это, ну, так же звучало. Было так же написано. Прикиньте. Бум, крэк. О май гад.
Don't worry. Don't worry. Просто. Don't worry. Feel it. Что там? Boom. Crash. Speed up. Тут написано. Crash. Sumacity. Oh my god, bro. Блин. Ну это пиздец. Ну слава богу. Ай, больно надо было. Так. Oh no! Oh no! Oh. Oh no! Блять. То есть я там в любом случае урон получаю, да? Платформенный какой-то уровень. Блядь, ну зачем так по-еблански делать-то? Ах ты сука. Да, в смысле перелетел-то? Как это? Ага. Боже. О, что это? Автоматы, пистолет, пулеметы. Ну, количество имба. Тупо 2 автомата.
А чё это мы не ломаемся? Интересно. Так. Так, как зовут волков, интересно? Больверк. Бля, какая же игра долбоебская, сука. Нахуй мне эта собака нужна, чел, блядь? Ты панин или чё нахуй, блядь? Таргетишься на собаку, первую увидевшуюся, бля, ёбаный рот. Бей мужика, охуеть. Просто самоликвидировался. Кринжаной. Так. Ты чё? Дальше будет хлеще. Обещаешь? Я надеюсь, да. Боже, как я этого жду. Будет 2 босса вертолета Sims Good. Не. Да не. Да не. Не может быть. Хотя может. Вполне себе. Бля, что это за пиздец, блядь, происходит? Да что за хуйня вообще? Что, блядь? Чего, блядь? Чё хотят от меня, нахуй? Бля, ракурс камеры вообще ебанутый. И чё?
Не волнуйся. Бля. Господи. Ну в натуре не волнуйся. Так, короче, автоматы полная хуйня. Бля, это просто ураган на геймплей. Ёбаный. Ладно, если бы управление было прикольное, камера хорошая. Но нет, это не про эту игру. Кстати, в 4 части есть с Родеро дубляж. Прикольно. Господь, Господь. Мне кажется, потом я прокачаю ракету, ну, ракетницу. Чисто вот ради босса вертолета. Здорово. Улачного стрима. Ну, спасибо. Кулачный, да, Боллун. Привет за нам. Королева воинов. Опять это она. Она толстенькая, как будто. Ты нашла, что искал? Да. Now we can stop arguing. Теперь мы можем остановить замысел кого-то там. Че угодно. Но Actually, на самом деле я не заслуживаю этой силы. Ну и тупой ебало, блядь. Отнеси его Матье ради меня. Я должна кое о чем позаботиться. Блядь, сама и неси нахуй, не? Че он так просто стоял, смотрел на нее? Кто это пизда? Что за хуйня? Плутонец. Привет, плутонец. Здорово, плутонец. Ах ты хуй. Да иди нахуй. Баланчейн. Получили достижение. Плутонец. Кстати, все чаще вижу твои шорты с Silksongом и No I'm Not a Human. Я подумал, ты попал в топы. Ну, бывает, да. Залетают всякие. Бабушка. Похоже, ты получил последний аркан. Он от вашей дочери. Что
Что ты делаешь, бабуля? Есть еще кое-что. О чем я должна спросить тебя, сын Спарта? Бля, диалоги охуенно. Моя дочь отправилась сразиться с Арием в одиночку. Пожалуйста, возьми это и спаси Люсию. Ну, если выпадет решка. Вот какого... Вот что за хуйня у него? Тебе продолжает вести, бабуль. Почему он такой еблан, типа, в этой части? Почему он из себя строит этого двуликого, который подкидывает монетки? Пиздец, вот этого я не понимаю. Нахуя? Был в первой части вполне себе такой, ну, около шутливый, около, типа, чел, ну, с эмпатией, который, ну, такой наивный слегка. А ты помнишь 2022 год? Ретро-компьютерный клуб на 203? Да, да. Я там, помню, стрим проводил. Но он закрылся спустя какое-то время. Убей меня! Та пешка спешит принести мне аркан. Ты будешь жить, чтобы это увидеть. Да. Конечно, она не преуспела. У него там винишко еще. А что это мы кинули? Это всего лишь барахло. Оркон. Вот тебе еще 3. Нет. Иногда все же думаю, надо было с тобой Battle сыграть. Барахло вроде этого не волнует. А вот. Твоя лебединая песня-то. Опа. Оп. Стоит, курит. Курение убивает, долбоеб. Какие игры планируешь сыграть после DMC? Посмотрим. Или я не смогу произойти все живое. Ну, предлагайте что-нибудь интересное. Я подумаю. Слишком просто. Тебе не победить. Кто-то удерживает тебя. Forget about me. Забудь обо мне, убей Ария. Don't worry. Я тебя поймал. Блин, эта игра. Эта игра просто имба. Why did you save me? Ну ты намного там чувств. Почему ты спасешь меня?
Меня создал он. Ой, господи, опять он создал. Главный злодей создал девушку. Ничего, реально, кроме этого ничего не могли придумать. В первой части буквально то же самое было. Мундус создал Триш. But how are you going to enter the building? А этот усатый хуй создал вот эту вот мулатку с красными волосами. Очень странное предпочтение, конечно, у него. Я вообще не понимаю. Почему мы шли в эту сторону, если мы смотрим в эту? Я не понимаю, куда мне идти вообще. Мне от этой игры голова заболит скоро. Так и ныть хочется все время. А то хочется еще больше накопить, чтобы еще сильнее стать. Братомант, ауромант, там братомант есть, пиромант. Так, окей. Пиромант мы знаем. Ну, братомант, или ауромант. О, вот бронтомант. Бро. Бротомант. Вот это его стильно ёбнул. Видели? Просто спину ударил. Выстрелил точнее. Так, и как мне... Ну, здрасте. Это реально так выбивается. Перемещение мира демонов постепенно усиливается. Вам нужно спать еще 3 силы, чтобы достичь мира демонов. О, боже мой. То есть они хотят, чтобы я... То есть сейчас будет огромная локация, где я должен ходить гулять и искать такие шарики. О, какое-то дьявольское очко. Наверное, это мир демонов открывает путь. Ну, я примерно так и думал. А как ты начал заниматься стримингом? Да просто стримить начал и так пошло. Ничего особенного совершенно. Ну типа началось с PlayStation. Пучинный козел. Есть же функция share в этом. Как его? PlayStation. И вот все. Так. Ну, я не знаю, почему я в это играю. Странный, да. У меня аж сын такой. А как там со звуком? Почему Помню, мне папа друг вообще пытался в это Bloodborne стримить. Очень тихо было. Face with Tears of Joy. Ну да, звук надо настраивать. Такое. Так,
все-таки такое. Ах ты говно. Даже сын в ахуе от Doom 2. Да-да-да. Не, он реально шарит в хороших играх. Настолько прошаренный. Да, он шарит. Потом еще лучше. А по итогу прохождения планируешь выпустить обзор на DMC? Да вот, по идее, так и должно было происходить. То есть, чуть ли не вообще с каждым стримом и так далее. Но я ленивый капец. То есть, я, по идее, уже должен был выпустить видос по Силксонгу. А по Силксонгу я даже, звуковой ряд записал, но видеоряд была работка. Также по Silent Hill F надо было видео записать. Яматошира. Не волнуйся. Господи, нереально насрали такой уровень. И оружия, кстати, очень мало в этой части. Просто кошмар. Наверное, можно было бы выпустить видео под названием «Я поиграл все части в DMC, чтобы вам не пришлось». Ну, по идее. О, наконец-то я нашел историю.
Ой, да. Видосы Квена уже подняли хайп в русскоязычном сегменте. А по личным ощущениям тебе нравится DMC? Да. Мне нравится DMC. Ну, то есть, у меня вообще к нему интерес появился после третьей части. Мне демоническая сущность. Хотя... Я вот третью часть играл. Я прям полюбил этого персонажа. Да и всю серию сразу, типа, ну, появился интерес. Ну и там, короче... я вдруг понял, что... Ну, нету Devil May Cry на ПК. Ну, кроме третьей части на тот момент. И потом со временем, когда начали становиться доступны там эти какие-то другие части, то четвертый, по-моему, кроссплатформенно вышло и на ПК, и на консоли, и там прочее. Вот я его поиграл, но типа Данте не было. Что-то мне поначалу вообще не очень понравилось, но потом со временем втянулся. Типа, ну и Нера прикольный, типа. А Данте там тоже был, но как какой-то антагонист. И будет правильно сказать протагонист, да. Ну, в общем, да. Devil May Cry топ. Ой, идите нахуй. Ёбаный рот. Вы реально меня душить собираетесь? Каждый раз респаунить бомжей? Вот это... Вау, вот это интересно. Конечно, да. Я так видосы Квена по DMC, по-моему, смотрел тоже, да. Motivation. Последний шар остался, и где он, блядь? Шараю. Ты меня называешь. Шараю. Пизду. Короче, спорю. Тут, кажется, нету явно, да? Так, они тут, короче, респаунятся по кругу.
Вот в этой дырке, да, наверное. Я с четвертой Yes. начал. Нравится чувство масштабности локаций и дух японских ролевых игр. Оркестровые мотивы. Шикарно. Вот пятый хочу попробовать. Можно сказать, я вот этот марафон ради пятой части и завел. Чтоб в конечном итоге попробовать пятерку во всей красе. Беспощадный меч. Соберите все мечи в игре. Вау. Я все мечи в игре собрал. Узнают ли тебя на улице? Бывает редко, но узнаю. Но я не настолько популярный. Типа. Ну, бывает редко. Меня однажды курьер один узнал. Ну, то есть, прям видно, что он курьер. Что-то доставляет на в этом. Окей. Просто на светофорную. На пешеходном переходе, короче. Вот. Видит меня. Говорит: о, здорово, Нолан. Я такой: здорово. Ненормально. Так, получили что-то новенькое. Целебное сердце. Работяги — основной костяк зрителей стримов. Ну да. Блин, какая же нелепая игра местами, просто ужас. О, знаете, что захотелось поиграть? Байонетту. Бля, что вспомнил? Байонетта же существует в этом мире. Мы живем в мире, в котором существует Байонетта. Кстати, а другие мечи вообще какие? Они все, сука, одинаковые, как будто, да? Они реально вообще не старались, когда делали эту игру? Ну ты смотри, двуручный меч, двуручный меч, двуручный меч. Просто разные скины. Ну да. Короче, вау. У них даже мувсет одинаковый. Бля. Как же им было похуй, когда они делали эту часть. Ну серьезно, это супер халтура просто. Какие чувства у тебя было после ролика по Buckshot Roulette? Ну приятно. Ну типа, ролик залетел. Но я просто понимал, что это типа так. Мeh. И там костяк зрителей остальные. Ну, в основном, типа, это дети. А мне такие зрители особо не нужны. Ну, о чем можно поговорить с детьми-то?
У меня дети дома есть. Вау, это же, блядь, буквально босс из первой части. Попал в этот период, можно сказать. Вау, ну и дерьмо. Босс-паук. Бля, это бинго просто. Босс-паук, босс-вертолет. Ебать, чуваки. У него, блядь, буквально мувсет один и тот. Можно поговорить про немцев в Роблоксе, как вчерашний северокорейский мальчик. Да. Блин, вчера ребенок какой-то зашел, говорит, я из Северной Кореи, блин. Взяли просто ребенка, развели на то, что не существует Южной Кореи, только есть Северная. И он такой, ну тогда я из Северной. Блин. Я удивился, что он русский язык знает. Может, через переводчика. Да, мне кажется, он вообще не из Кореи. Понятное дело. Просто не знаю, почему-то иногда детям хочется, ну, что-то приукрасить, приврать немного о себе, чтобы казаться, ну, особенным зрителем. Типа, ну, меня так запомнят. Типа, хуй знает. Я тот парень из Северной Кореи. Это период взросления. Угу. Обычно дети не врут. Но это не прям ребенок, это подросток. Социализация, когда важно показать, что ты особенный, хотя ему было 15. Угу. Бля, кстати, ненавижу подростков. А Вообще может не и люблю. пиздел. Да, конечно, пиздел, понятно же. Их никто не любит. Кроме самих подростков. Да. Мерзотные. Мерзотный. Фу нахуй. Я тоже начал охуевать с них. Да сейчас вообще какие-то борзые. Могут стоять матом, орать похуй на всех. Ну, таких сразу, ну, как бы это... Ну, дома их не воспитывают, надо самим их воспитывать, ребята.
В моем районе, кстати, Ага, а потом присесть. да не обязательно. Ну нафиг. Ну я ж не говорю их пиздить, блядь. Можно спокойно, типа, сказать... Смотря какое было воспитание моему Шурину, 17 нормальный пацан. Ну, дело воспитания. Ну, в основном это вот такие вот, типа, дети без отцов, они вот такие. Я не настолько буддист. Ну, понятно. Я знаю, что сразу закипит. И въебу. Это надо педагогом быть. Одя, ну смотрите на эту коску, а я да я. Для диска. Дастя, а я да я. Посмотри. Ути-пути. Ну, что ты делаешь? Что тебе надо? Ну, что тебе надо? На тебе кангал. Он тебя за подбородок кусает. Не. Даже кот охуевает от МК-2. Мой постоянно так делает. Я сейчас охуенную шутку придумал. Я мог бы сказать, что в это время обычно мы с моей кошкой жестко сосемся в десна. Поэтому она подошла сейчас. Бля. Ну, блядь, ты чё так долго играешь? Давай, блядь. Понедельник, пора сосаться в десна. Да, блин. Как они меня заебали. Игра на тебя влияет не в лучшую сторону. Да, я тупею. Может, он пытается тебе сказать, чтобы ты дропнул тэпу. Очень даже похоже. Будет рум-тур. Ну, не знаю. А нужен? Ну, конкретно по комнате, да, наверное, можно. А всю квартиру, конечно, ну, стеснять показывать. Не то чтобы он был плохой, но, блин. Все-таки комнату для аквадискотеки и комнату для БДСМ у тех и просто детскую комнату показывать не хочется. Давай видос как у Папича. Надо бы. О, боже. Дай мне сил пройти эту хуету. Мне всего 3000 надо, чтобы прокачать меч на максимум. Еще спросите, в каком районе живешь, какой ближайший магаз здания. А такие бывают, да, кстати. Такие чуваки бывают. А, это мир демонов? Корпоративное Чтобы что? здание? Вопросительный знак. Просто
чтобы выследить. Мутные типы. Да. Повышение уровня для артист союзника ВИЛ-28. Угу. По повышению уровня. Поздравляю. Какой макс левел? Гудзон, какой у тебя уровень? Как-то же можно было вызвать эту тему. Надо для иностранцев снять типа в летнике каком-нибудь типа так и живем играем, печка, генератор, спутниковый интернет. После стрима типа выходишь сразу в лес. Восклицательный знак уровень. Да. Ранг. Восклицательный знак левел. А, все. Это Гадоунау-Z. Тругутмен. Ранг номер 1. Уровень 204 680 дробь 6324 XP5. Это много? Это дохуя. Это надо быть олдом канала. Я нюфак. Я чемпион, получается. Да. Ты победил. Оу, вы смотрите-ка. Кто-то набрал достаточно душ для... Юхуя. Юп-юп-юп-юп-юп-юп-юп-юп. максимального уровня прокачки. Yes. Жизнь прошла не зря. Это да. Приятно быть лучше всех в чем-то. Это да. Вот ты вот, например, лучше всех смотришь на мой стрим. Это да. Так. Святотатство. Святотатство. О, блядь. Ну ладно. Маловато стримеров с як. Есть такое. Но они есть. Есть какая-то Оля Гречка. Вот такое я не слышал. Оля Гречка. А где Саня Рис? Долганка, что ли? Вроде некоторые не говорят, что они из Якутска. А, Уля Гречка. Из Якутска не говорят. Ну, скорее всего, да. Ну, и потом, мне кажется, что многие перестают стримить по причине того, что
Ну, типа порицается у них там близкими, еще что-нибудь типа того. Я хз. Ну и типа друзья не поймут. Всякие люди могут быть. Так, теперь, в принципе, оружие можно прокачать. И как будто бы надо будет прокачать... Если только скрыть про происхождение и говорить чисто без акцента по-русски. Играешь ли в игры сервиса? Ред. Ну, что такое игры-сервис? Ну и без вебки. Ну да, кстати, без веб. Ну вот Overwatch бывает, я редко играю. Но такое себе. Вообще игры-сервисы, ну правда, херня полная. Почему они вообще так называются? В чем сервис? Разъебать нервную систему и пытаться гнаться за какими-то цифрами какого-то признания. Ну я хуй знаю. Не, в целом можно получать фан от того, что ты типа, ну, стреляешь в других игроков и все такое. Но я хз. У меня с Elden Ring'ом такая же хрета. Как относишься к Souls-like играм? Постоянно гонюсь за скиллом. Играю. Souls-like игры играю. И в принципе уезжаю. Ну, скилл-зависимые игры я люблю. Так. Что-то этот уровень какой-то конченый. Как будто бы, вам не кажется? Вот это я. А, подождите. Или нет? Так. Пришел я так. Пришел я справа, пойду налево, значит. Может, тогда сделаем голосование на следующую игру. Я выдвигаю Slave Zero X. Zero X. Есть такая игра. О, отлично. Снова мистер Болк. Больверк. Нужен аук. Нужен аук. Ну, когда-нибудь аук проведем, не знаю. Но пока, мне кажется, это очень странная идея. Аук проводить. Ну, нас мало просто.
О, блядь, чел, ну что ты, бля. Вы видите это дерьмо, боже. Ну ладно, давай уж собаку добьем. Ну, Какой-нибудь шейх может задонатить. да нет, это не так работает. $100 тоже деньги, лал. Да я ж не про это. Ну типа не в деньгах дело, а в количестве людей. В том плане, что ну нас мало просто банально. Ну окей, типа вот ты и там, ну, кто? Ну Дзена, например, закинут по 100 рублей, ну по 200, там еще какие-нибудь, на какие-нибудь игры. И будет всего 2 игры, там какие-нибудь, на прохождении. Окей. Вставай. И ведь непонятно, какие игры будут. Вот там. Чем помимо стриминга и игр увлекаешься? Игры разрабатываю. Сейчас в компании одной работаю. Баги исправляю. Вот так вот. Поэтому, когда я смотрю на эту игру и все такое, ну, я прям со всей... Не то чтобы с профессиональной точки зрения и так далее, ну, блин, ну это пиздец просто. Ну, я понимаю, что можно было сделать О, лучше. вот это интересно. Тестировщик или разработчик? Не, я разработчик. Я же говорю, я типа баги устраняю сейчас там и так далее. Ну, пока сейчас на такой, как его, на таком проекте нахожусь. И там чисто багами занимаюсь. Но игры там прикольные довольно-таки, интересные. Круто. На чем Могут пишешь? быть хорошие. На GD скрипте и C++. Ну там смешанный язык. GD скрипт и C++ на движке Godot. Все делается. Так, стоп. Откуда я пришел вообще? Ага. На плюсах самоучка. Ну да. Но я Джун, если что. Ну, типа, не воспринимай меня как какого-то этого... как бы это сказать... Пораженного как калача и все такое. Обычно. Джун. Не мидл, не сеньор. Но похож на Лида или Синьора. Не-не-не. Ну, я специально, конечно, ну, хвостик вот этот и все такое. Скоро еще очки без линз буду носить. Вообще пизда.
Все будут смотреть как на этого... Не долбоеба, а, блять, забыл слово. SEO, да, типа. Угу. Окей. Что? Это что, индийское кино? Что за наезды камеры вообще? Можешь тогда на каждом код-ревью просто смотреть уверенно в глаза и говорить: ну ты подумай еще раз. Да. Сень Шпарды, ты должен покаяться в своих грехах. Не болтай, просто умирай. Тримегия. Ну что ж. Ракетомет. Пришло твое время. А. Ауч. Я сейчас активно Sharp учу. Вначале для Unity учил делал себя, потом по работе понадобилось. Прикольно. Ну, в целом, учить что-то новое — это всегда хорошо. Это приятно. Ай, еба. Нравится момент, когда ты думаешь, что все понял, потом просто общаешься с реально шарящим человеком и понимаешь, что нифига ты не понял. Да.
Что за странный дом? На троечку. Надо прокачать ракетницу. А, 10-ка. Так, погоди-ка. Вещи купить надо. Жизни. Ладно, давай не про работу, а у тебя сейчас консоли есть? Да. PlayStation. Там покупаю игры для детей там. Ну, что-нибудь такое, что им может понравиться. Вот, например, недавно у сына зуб выпал впервые. И там, типа, зубная фея прилетала, деньги отдавала, 100 рублей положила. А дети, в общем, накопили. И они такие, типа, Майнкрафт хочу. Ну и нашли Майнкрафт. Правда, он какой-то другой был. Оказывается, есть Майнкрафт игра под названием что-то Legendary, что-то там Крафт и что-то в том роде. Она похожа на Оверлорда. Короче, стратегия, там еще здания строить, наверное, и так далее. Но ты при этом, типа, ну, напрямую управляешь, типа, вот своим этим персонажем. Во что-нибудь играешь? Ну и тексту как-то играли. Но нет. В целом не так часто играю. Что происходит? Что-то не так. Ты. Это Пентакль. Ты подменил его. Фальшивая монета для фальшивого бога. Поехали. А это кто такие? Какие-то девчонки появились. Где этот? Вот. Так. Да у них, блин, фреймы неуязвимости есть просто. О, наконец-то сдохло.
Да. Захват цели тут, конечно, просто жопа говна. Не вообще невозможно. Напоминает девчонок из Street of Rage на Mega Drive на уровне с паромом. О. С базуки въебало. А нет, моя мечта, моя жизнь. Я собирался стать королем этого мира. Ну, королем. А вот и твоя корона. You defeated. Ты одолел Ария. There's just one thing left. Осталась последняя. Kill me. Убей Kill me and меня. everything will be over. Убей меня, и все будет кончено. I thought Я думала, что была потомком рода, который сейчас видом Марли. the ones who И have the тех, blood of the в ком devils. течет кровь демонов. But Неправда the в truth том, is, Играл ли ты в Old Track? что меня создал Арий. I could become a В любой monster and момент я attack the могу стать humans at any чудовищем time. и напасть на людей. Kill me. Теперь убей меня. It's your job to hunt Охотиться на devils. демонов — твоя работа. Бля, это кончится когда-нибудь. Что это за говно? Что творится? О нет. Что за черная дыра? What? Что? The ritual was Ритуал не был incomplete. совершен на проход в мир Всем привет. демонов. But the door to the demon world is... Ну, здорово. Еще раз. Wait. What are you Стой. doing? Ты что делаешь? My job is hunting Охотиться devils. на демонов — это моя работа. Once you enter the demon После world, такого ты войдешь в you этот never мир be able to демонов, ты return. больше не сможешь вернуться. Хайдая. Пойду я. I'm expendable. У меня глаза в конче. You don't need to worry Тебе about стоит... me. Не стоит I'm беспокоиться обо happy if I мне. can die like a human. Я буду счастлива. No, Нет, devils. ты не never cry. будешь счастлива. But Здорово, Гуц. Но Let's leave it to fate. иди нахуй. That's it. I got it. Решка иду я, орел идешь ты. Кто же пойдет нахуй? See you around. До встречи. Ну все, мы пошли нахуй. Раз ты не хочешь услышать от матье Ахахахах. историю о Спарте, I know. я You знаю. did the same thing. Он поступил так же. Hold on to my coin. Держи мою монету, Люсия.
Да, я играл Ультра Килл. Хорошая игра. Охотник должен превзойти всех, кто были до него. Блять, что за... Ребят, посоветуйте, как старший. Я что-то подсел на пиво, и мне это нравится. Бросай. Не начинай. Ну, если уж начал, то ну, пей в меру. Аргосакс разрушитель. Ничего. Только в меру. 3-4 дня в неделю бывает, ну максимум 3 банки. Ну, 3-4 в неделю это дохуя. Ну, понятно. Короче, до этого человек никогда не пил. И вот сейчас только запил, и все. Прорвало. Да. Многовато. Опасненько. В неделю раз тогда самый норм. Ну, типа. Но чем меньше, тем лучше. По факту. — 10 литров нормально в неделю. Хуй дальше. Бля. Не советуй плохого. Это же, ну... Послушается ведь, понимаешь? От человека все зависит. Пиздец. Как я умер, нахуй? Я видел, как от пива за год спивались. Ну вот. Если пить Другие вот как... всю жизнь попивают по чуть. Если пить по 3-4 раза в неделю, это, конечно, пиздец. Меня тесть подсадил. Ну, у тебя своя голова как бы есть. Херово, что понравилось. Да, нормально. И латентный алкоголик уже. Печень отблагодарит. Ну и пузо заодно. Но не бойся. Этот тиск сладно убедил. Буду раз в неделю или вообще попытаюсь завязать.
Это лет 5 надо бухать минимум, чтобы подсесть. Это босс-файт, если что, ребят. Веселый, да? Не так страшен алкоголь, как говорят. Ну, как сказать. Страшен. Довольно-таки сильно страшен. Это гадзоунау до нее, я за лет это уже понял, что подсел, как будто раньше не бывало такого, что вечером хожу и резко захотелось пить. Ну это да. Зуд этот. Мне кажется, бросить никотин легче, чем соблюдать диету. Ну он вон тоже сидит, играет, а сам поди думает, как за песком сбегать по-тихому. Не. Пиво кошерное — это зло. Блин, ты легко внушаемый, походу, да очень. Это гадзоунаузе, это я с ним хочу когда-нибудь попить. В каком-нибудь подике или в Комиконе. Паники, блин. Кошмарно. Спасибо. Это Даун, я курить хотел бросить, а летом случайно для себя открыл Lucky Strike сигареты, а неприятные что пипать, и все уже не так хочу. Это Даун, он когда выпьет всех белыми называет «учти». Это мечты Гудзона. Попробуй нахуяриться пивом зеркало после водки. Сразу станет легче. Это гадзоунаузе, это что такое? Погуглил и что-то в шоке от цен. А чё шок? Скинул в предложку Дискорда игры. Спасибо за стрим, еще зайду. 190. Окей, давай. Спасибо. Как и остальные сиди. А это тогда где я это смотрю? 1690. Это блок, наверное. Или что? Это, наверное, доля в компании Lucky Strike. Да, блядь.
Ну, пиздец мне. Так, тогда попробуем стреляющие волшебными пулями. Волшебные пули. Ебаный рот. Короче, первым делом надо убивать эту вот голову. От стопудово. Потом сразу за голову орла браться. Заебал. Вот бы узнать потом 5 игр за десятилетия от Нуалана по жанрам. Как это вообще? В виде блога или видеоблога. О. Ага. Окей, окей. Ау. Да блин, ну чё ты не умираешь-то? Ясно. Опять пришла. Посмотри. Так. Вторая фаза говна, да? Ну, конечно. Ну, охуеть.
Это Триш? Нет. Блин. Дарси. Сиби, пожалуйста. Спасибо. Блять, ну и хуйня, пиздец. Ну хотя бы отсюда. Ну, пизда. Ну, слава богу. А где он? Нету его. Вот он. И что он сделает? Волшебные пули. О, да. Прокатимся, Огненный да. трансформер. Да. Двойка. Премия за главаря. То ли мужик, то ли баба. Но... Итоговый счет. Next challenge Лючия диск. Нет, спасибо. Что, блядь? Есть, появился новый костюм для Данте Всё. от Дизель. Типа от бренда Дизель. Ой, бля. Пиздец. Он и так не очень хорошо выглядел, так понятно. А тут нету, да, такого? А, ясно, нет.
понятно. Ясно, ясно. Да, все. Ну, это супер хуйня, а не игра. Это пиздец просто. Это лютый пиздец. А за бабу Ладно, давай чисто ради интереса запущу, что это за хуйня вообще за баба. Кажется, эта игра еще в дурдисках продавалась. Так. Ну, это, наверное, одинаково у всех. In a time long since. У нее странная жопа. Она как будто слишком широкая. что ли. будет то же самое, только перс другой. Нет, в принципе, локация другая. Ну, как бы мы начинаем с другого места. И что от меня хотят здесь? Видимо, я должен сходить к бабушке или собрать эти красные души. О. Хук-хук. Я не понимаю. Что от меня хотят? Просто бежать по улице? Где-то скрипт должен запуститься. Что? Игра хочет от меня. Просто ждать Данте. Прикиньте. Просто надо ждать его, когда он придет сюда. Я просто помню, что, в первом уровне мы встречали лучи вот в этом месте. Ну, когда добегали до того дома. Ой, блядь. Мне надо было собрать шары, чтобы открыть дверь.
Ощущаешь? Это мы странно бегаем по стене. Ладно, похуй на них. Пошли, посмотрим. Насколько сильно отличается игра за нее. Ну, в принципе, кинжал у нее нормально урон наносит. Пятерка. Впервые пятерку получил. Так. Арсенал. Метательные кинжалы. Мечи. Абордажниц. Ну, в целом, как будто по-другому. Я хз. И эту локацию как будто бы... Походу смысл нет было. играть за нее. Ну, в целом, конечно, да.
Нет смысла, потому что игра-то пройдена. Будут те же мобы, те же боссы. Конечно. Боссы вертолета второй раз выдержишь? Кэпу. Офигенно. Я вот не помню, я был же, да, в этой локации? Не был. Ну да. А не, это татарин. Тот был Плутон, а этот татарин. Большая разница. Две головы лучше, чем одна. Редкое достижение. Видимо, вообще никто не играет за лучи. Всем пиздец как похуй на нее. Аркан мечей.
А прикинь, у него намного меньше этих уровней. Блять, урод. Ёпта, он Супермен просто полетел вверх. Как же оператор любит прям, ну, жопа, типа. Ну, типа, жопа. Good grief. They really made a big. Did you obtain the Моя other дорогая, on ты this достали трюки Аркани? Here is the best. Вот и счастье. Теперь нам осталось найти лишь один. I believe Полагаю, что он в руинах. I know. Я знаю. Попытка фан-сервис. Но с плоской жопой. Ну да, типа все почти одинаково. Козленок. Ладно, это охуеть как скучно. Пиздец. В общем, эта игра пройдена. Этот персонаж не интересен. Будем проходить легендарную третью часть. И уже завтра. Да. Вот он. Зубодробительный. Охуительный. Devil May Cry 3. Да. А я даю. Вот это я понимаю. Вот это нормально. О, это ты. О.
О, в этом. Бля. Да, третий Devil May Cry охуенный. Прям сразу. Даже в музыке слышится. Короче, это на завтра. На завтра. Окей. Ну все. Ужасную вторую часть прошли. Я считаю, это было достижением. Ну, завтра кайфовый третий. Хотя вряд ли мы его за стрим пройдем. Ну, посмотрим, как пойдет. Он будет намного сложнее, чем первая и вторая часть, 100%. И, скорее всего, намного длиннее. Да. Давай пока. Пока. Спокойно.